Как я троллил кореянок в метро Сеула. По-доброму прикалываюсь над корейцами и корейскими обычаями в метро Сеула. В корейском метро нет мужчин и женщин, есть пассажиры. В Южной Корее, как, наверное, везде в Азии, мужчины в транспорте не уступают место женщинам. Вот не принято поднимать пятую точку, да и вообще оказывать женщинам помощь и поддержку. Я эту особенность знаю, поэтому использую каждую возможность посмеяться. Ну, я белая обезьяна, мне можно. Зачем троллить азиаток и равноправие? Но прикалываться над азиатками я не просто так. Для начала это просто весело всем. Но есть и свой интерес, ведь именно благодаря такой мелочи я как-то раз провел 3 дня в постели с путешествующей по Таиланду кореянкой. Но об этом будет отдельная история. Как говорится, если для того, чтобы затащить девушку в постель, мне нужно уступить ей место, я уступлю ей место. В Азии повсеместно, в метро и прочем подземном и надземном транспорте мужчины никогда не уступают место женщинам, даже если в вагоне битком и нет свободных мест. Кто первым сел, тот и молодец. И Корея Южная тут не исключение. Более того, женщины не ожидают, что кто-то должен ему уступать. Равноправие forever. Конечно, есть отдельные сиденья для пожилых и беременных, но если те заняты, значит не судьба. Прикалываюсь над кореянками. Как-то раз я ехал в сеульском метро. Я сидел, передо мной стояли пожилые кореянки. Они на меня зло не косились, но я не выдержал и попытался предложить им сесть за мое место. Они, конечно же, отказались, но я сделал их вечер. Меня обсуждал весь вагон. Корейцы улыбались и меня разглядывали. Я урок усвоил и в дальнейшем целенаправленно ставил в тупик корейских женщин. Молоденьких кореянок я вгонял в краску. Все окружающие посмеивались и обсуждали мое поведение. Это было реально забавно. Если вы захотите повторить, выбирайте момент, чтобы в вагоне было много людей, а девушки не были одни, чтобы не было намека на приставание. Тут единственное удовольствие наблюдать реакцию женщины и других корейцев. И я, конечно же, не ставил целью знакомства, не та ситуация, просто прикалывался. Такая игра, я предложил, они отказались, всем весело. На самом-то деле, речь совсем не про метро и забавных кореянок. В своих поездках по Азии, если вы захотите познакомиться с местной девушкой, это реально сделать даже на улицу. Да, нужно быть аккуратным и предельно вежливым, обладать эмпатией и проявлять фантазию, но все реально. С вами был Серпи. Благодарим за просмотр, оставайтесь с нами и до новых встреч.